Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я буду украшать вот такой большой торт-книга в красках осени. Украшать я его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Все виды украшений, которые вы видите на этом торте, полностью съедобные. Все покажу и расскажу в данном видео, как подобрать здесь цветочную композицию. Торт большой, торт размером с противень. Вот такими кондитерскими насадками я буду пользоваться в изготовлении этого торта. То есть насадки все простые, доступные очень. Для изготовления бархатцев я буду использовать вот такую насадку скошенная роза, 14 мм на выходе. Для самих роз я буду использовать вот такую насадку изогнутая роза, 2 см на выходе. Для закладки я буду использовать вот такую насадку 1М крупную. Для хризантем буду использовать насадку номер 80 хризантема, самую известную, самую доступную. Для листьев я буду использовать насадку листик номер 70. Для изготовления астр я буду использовать насадку 227 астра с перемычкой и насадка 22. Вот для основания я ее буду использовать. Также для зеленой такой растительности. Итак, делаю сначала бархатцы. Делаю основание из насадки вот этой скошенная роза. Она, к сожалению, у меня без номера, 14 мм на выходе. Я делаю вот такие обычные совершенно лепесточки. Бархатцы делаются элементарно, просто и быстро. Покрываю их сверху бордовым кондурином. Сам цвет у меня здесь бордовый, я его так не сильно размешала, но это не столь критично, можно его и потемнее сделать. И в центр цветка я просто насыпаю кондитерский сахар золотого цвета, кондитерскую посыпку по сути. Здесь очень важно у этих бархатцев делать высокое основание, потому что другие цветы, и розы, и хризантемы, и астры будут высокими у нас. А вот бархатцы, они такие плоские достаточно, поэтому делаем им такое достаточно высокое основание. И внутри у этого основания я оставляю его полом, чтобы вот эти лепесточки расположились очень хорошо. Делаю я 6 цветов. Все, естественно, я показывать не буду, они делаются элементарно просто и быстро. Я здесь намеренно делаю именно вот такой цвет, чтобы они немножко выделялись во всей этой оранжево-коричнево-бордовой гамме. Теперь я буду делать астры. Астры желто-оранжевые. Здесь я оранжевый бордовый цвет красителя смешала, нанесла его на боковины кондитерского мешка. И сам кондитерский мешок я уже потом заполнила желтым цветом. Из насадки 227 астра, я вначале ее показывала, я делаю лепестки. Здесь я желтый краситель слегка смешала с оранжевым, чтобы он не был таким лимонно-желтым, а именно тепло-желтым. И тогда гамма очень красивая. Для окрашивания белков заварного крема итальянской меренги в данном торте я использую только гелевые водорастворимые красители. И, естественно, астры делаем разных размеров, потому что на таких тортах нужны именно и маленькие, и большие цветочки. Здесь уже я делаю более крупные астры. Естественно, в процессе работы вот эти вот краски у нас будут перемешиваться. И сама окраска цветка будет более такая уже смазанная, скажем так. Но это ничего страшного. Оно и в природе, они не все такие однозначные, эти цветы. Поэтому какие-то у нас будут более ярко окрашены и какие-то более так уже размыто. Также это можно, в принципе, если у вас нет такой насадки астра, все это можно делать из насадки хризантемы. Просто делать разных цветов. Я смешала цвет оранжевый и бордовый. То есть не совсем оранжевый цвет у окантовок этих астр получился. Иначе все это сольется. И сейчас, как я уже сказала, последующие цветы, уже цвет у красителей объединяется, как бы он размывается. И вот такие вот маленькие бутончики астры я тоже делаю, такого более уже размытого цвета. Я сейчас буду делать розы, и розы я делаю чисто оранжевого цвета. И потом я их припыляю вот этим вот бордовым кондурином серединки у этих роз. Насадка здесь у меня изогнутая роза, я уже много лет назад сделала ее более узкой при помощи плоскогубцев. Так же, как и другую насадку розы, которой я делала бархатцы. Итак, делаю обычные садовые розы. То есть элементарно просто, долго я на них здесь останавливаться не буду.
Саму насадку я держу под уклоном примерно 45 градусов по отношению к кондитерскому гвоздику. Поддеваю каждый лепесток, чтобы были такие немножко заостренные уголки у него. И получается прекрасная садовая роза. Делаю тоже более крупные, более мелкие. И потом уже по мере надобности уже буду выставлять их на торт. И таким образом я сделала их много, этих роз. Какие-то я не буду использовать, просто их будет слишком много. Но лучше пусть они останутся, чем их не будет. И делаю хризантемы. Здесь цвет у меня бордово-коричневый такой хризантем, насадка номер 80. Я вам показывала. Здесь бордовый цвет я смешала с каплей коричневого цвета красителя и с каплей оранжевого. Плавный такой цвет, теплый, мягкий получился. Если делать темно-бордовыми, это слишком было бы так как бы мрачно оно смотрелось. И я сделала его немножко посветлее. Итак, делаю также хризантемы в разных размерах. Делаю здесь и бутоны. Вот показываю здесь маленькую хризантемку. Делаю также крупные цветы. То есть все, что нужно для этой композиции. Всегда нужно делать разного размера цветы. Итак, цветы я уже закончила. И делаю сейчас непосредственно украшение самого торта. Торт, как я уже сказала, я покрыла белково-заварным кремом итальянской меренгой. Торт большой, на большой подложке. Подложку я делаю сама. Сейчас из аэрографа я покрываю страницы. Цвет у меня здесь каштановый у красителя. То есть совсем малюсенькой капелькой красителя. Я развела ее просто в кипяченой воде. Делаю сейчас страницу этой книги при помощи обычной силиконовой кисточки, которую мы используем всегда в пропитке тортов. Здесь очень важный момент. Как только мы покрыли белково-заварной крем, уже выровненный торт, каким-то красителем при помощи аэрографа, вот эта жидкость от аэрографа, она начинает очень быстро впитываться. Поэтому любой орнамент, будь то страницы у книги, будь то какие-то полосы, которые мы потом захотим нанести шпателем, уже на покрытой аэрографом поверхности белково-заварного крема, нужно наносить очень-очень быстро. Долго не ждать. Буквально только нанесли покрытие из аэрографа и сразу же делать следующей, допустим, страницы или какой-то орнамент. Иначе крем начнет стягиваться, и у вас будут образовываться такие нехорошие пузыри на креме. Сейчас кондуриновым спреем на спиртовой основе золотого цвета я покрываю все страницы. Вот именно то, что мы проходили сейчас силиконовой кисточкой. Верх торта я ни в коем случае из этого спрея не покрываю, так как кондурин так и так распространится и на верх торта. Белково-заварного крема итальянской меренги на покрытие и на цветы для этого торта у меня ушло из расчета порции на 350 грамм белка. Выкладываю сейчас надпись на сахарной картинке. Обрамление этой надписи я делаю из насадки открытая звездочка 5 мм на выходе. Цвет у меня тот же каштановый, то есть крем я окрасила этим же цветом красителя, которым я покрывала и в принципе всю книгу. И бордюры у книги я делаю из этой же насадки 5 мм открытая звездочка в технике гармошка. Делается она элементарно просто и быстро. Делаем гармошку, отпускаем, проводим прямую линию и делаем дальше также. Бордюры крупные не делаю. Знаю уже из многолетнего опыта, крупные бордюры на книгах смотрятся уже как будто это не книга, а просто какой-то прямоугольный торт. Из насадки 1М, я ее показывала вам, я делаю закладку этой книги. Делается она очень просто и быстро, всегда из такой крупной насадки. Вы можете этого не делать, но я, как правило, делаю именно закладки у книг. И сейчас я начинаю выставлять цветы уже. Цветы начинаю выставлять с самых крупных. Здесь смотрите, как удобно, что мы бархатцы сделали уже на высоком основании. То есть они у нас сразу идут такого же размера, как и высокие хризантемы и астры. Вот это очень важно, поэтому об этом нужно сразу думать заранее. Потому что бархатцы, допустим, это осенний такой цветок. Можно его, естественно, в оранжевом цвете делать, но слишком много оранжевого на торте тоже допускать нельзя. Поэтому я делала именно вот такого отличного цвета от этого всего. Потому что все равно какие-то фантазийные элементы присутствуют в торте. Сейчас я раздвигаю немножко цветы. Мне не понравилось, как я здесь их выставила. Ставлю еще маленький бутончик хризантемы. Здесь как бы мы не продумывали заранее, как и какой цветок куда поставить. Все равно остаются какие-то погрешности, которые потом приходится слегка исправлять. Делаю из насадки 1М вот такие основания для ягод. Из насадки номер 22 открытая звездочка
8 мм я делаю такие поросли. Здесь я листовой зеленый цвет смешала с коричневым и намеренно не промешала до конца. Вот эти поросли я потом посыплю кондитерским сахаром золотого цвета, и они будут смотреться очень естественно. Что-то такое в осенней гамме тоже. И сейчас из насадки изогнутой розы, которую мы и делали розы, добавляю вот такие бутоны, которые я просто располагаю на поверхности этой книги. Из насадки листик номер 70 я делаю листья. Цвет у листьев я намеренно выбрала листовой зеленый, чтобы вся эта композиция не смотрелась одной такой коричнево-оранжевой массой, потому что что-то, какие-то акценты зеленые здесь нужно было сделать. Заранее я изготовила вот такие ягодки из мастики, то есть делаю просто шарики из мастики, делаю в них углубления. Шарики я здесь сделала светло-серого цвета, как бы такие уже, может быть, покрытые инеем какие-то ягодки, и красные ягоды. Листья эвкалипта я тоже сделала из мастики, то есть просто кружок из мастики, слегка расплющиваю у них окантовочку и делаю основание также, то есть делается элементарно, просто и быстро. Все просушиваю заранее. И они очень сильно дополняют любую цветочную композицию. И ягоды, и листики эвкалипта. И ягоды, как вы видите, я располагаю именно на тех основаниях, вот где я делала из насадки 1М, чтобы они тоже были как бы на уровне всех других цветов. И здесь, в принципе, уже вся композиция готова. Кондитерским сахаром золотого цвета, они продаются в любом кондитерском магазине, даже в обычных супермаркетах часто такой кондитерский сахар продается в отделах для выпечки. Я дополняю всю эту композицию. И в принципе торт мой уже готов. Рецепты белков заварного крема, итальянской меренги есть, естественно, на моем канале. Я вам ссылки все оставлю в описании к данному видео. Как сделать вот такую большую подложку для большого торта самостоятельно. Я тоже вам на это видео оставлю, естественно, ссылочку под этим видео. Внутри этого торта у меня торт «Молочная девочка» с начинкой персик-маракуйя. Очень вкусная начинка. Если нужен вам рецепт такого торта, именно «Молочная девочка», начинка персик-маракуйя, напишите мне в комментариях, и я тогда сниму отдельное вам видео именно по этому торту и выставлю на канале. Как я уже сказала, белков заварного крема, итальянской меренги на украшение всего этого торта, то есть и на покрытие кремом, и на изготовление цветов, у меня ушло из расчета порции на 350 грамм белка. Торт размером 40 на 30 сантиметров. Крем я варила дважды, отдельно на цветы, отдельно на покрытие торта. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.